Очень долго я искала этот самый вкус детства, это я сейчас про молочный батон, который мы покупали в свое время в хлебном. Такой мягкий, слегка сладковатый, с нежной тонкой корочкой, мелкопористый и мягкий, как облачко. Наконец-то я нашла этот рецепт и сегодня делюсь с вами. Этот батон хорош для всего, благодаря своему сбалансированному вкусу по сахару и по соли, он очень хорошо подходит как к супу, так и просто к чаю. Это также отличный вариант для утреннего бутерброда или как хлеб для гренок. Очень вкусно и очень ароматно. Все ингредиенты для батона вы сейчас видите на экране, они есть также в описании под видео, и давайте готовить. Для молочного батона нам, конечно, понадобится молоко. Я показываю вам сейчас температуры молока. Это примерно 33 градуса по Цельсию у меня сейчас или примерно 92 по Фаренгейту. Молоко можно взять чуть-чуть более прохладное. Обычно для дрожжей не рекомендуется брать жидкости теплее, чем 36 градусов по Цельсию. Все молоко я влила в общую чашку, чашку взяла достаточно крупную и теперь сюда всыпаю сахар. Сахара понадобится 2 столовые ложки с горкой. Сюда же я добавляю 1 чайную ложечку, теперь уже без горки соли, и 50 грамм растопленного заранее сливочного масла. Масло нужно обязательно растопить заранее, немножко дать ему остыть, для того, чтобы дрожжи не попали на горячее масло и не потеряли свою активность. Все это хорошенечко перемешиваем для того, чтобы температура всей жидкости стала примерно одинаковой. И теперь самое время всыпать дрожжи. У меня дрожжей идет 5 грамм в пакетике. Я знаю, что у всех пакетики разные, поэтому отхождение по дрожжам на 2 грамма примерно, на 3 грамма в принципе не сильно повлияет на текстуру теста. Если у вас пакетик 7 грамм, в принципе подойдет и 7. Если у вас 6, то тоже подойдет. Перемешиваем дрожжи с жидкостями до полного растворения дрожжей. Чем лучше растворены дрожжи, тем лучше они распределены будут по тесту. Сюда нам также понадобится мука. Здесь у меня 500 грамм обычная белая мука. Муку нужно будет просеять, поскольку мы создаем более деликатную, нежную структуру батона. Мука во время просеивания разрыхляется, согревается и обогащается кислородом, что напрямую влияет на текстуру нашего изделия. Все, я муку просеяла, теперь я быстренько замешиваю тесто. Сначала я это делаю лопаткой, а потом под конец я уже заберусь руками, чтобы было просто проще вымешивать. Тесто это получается мягкое, податливое, хорошо вымешивается и не особо прилипает к рукам. Продолжаем вымешивать тесто, и на этот процесс у меня уходит примерно около 7-10 минут. Процесс вымешивания – это очень важный процесс не только для того, чтобы просто объединить ингредиенты, но это также и тот момент, когда мы создаем структуру батона. Ну и отвечая на вопрос, что будет, если не вымешивать тесто, получится ли батон. Да, батон у вас получится, но текстура батона будет совершенно другая. Она будет более рыхлая и батон будет крошиться. А мы пытаемся достичь именно вот эту текстуру хлеба. Когда мы разрезаем батончик, батон держит свою форму, он гибкий, он гладкий, блестящий, и внутри у него нет крошек как таковых. Когда мы нарезаем ножом, батон не должен крошиться. Вот такое тесто у меня получается, оно гладкое и совершенно не прилипает к рукам больше. После всех вымешиваний закрываем его на данном этапе крышкой и оставляем на расстойку до тех пор, пока тесто не поднимется в 2 раза. Благоприятная температура брожения этого теста 25-26 градусов по Цельсию или примерно 78-79 по Фаренгейту. Тесто стояло у меня 2 часа при такой температуре. Дома у меня сегодня прохладно, поэтому я его держала в слегка нагретой духовке. Сейчас оно у меня очень хорошо поднялось, на нем очень-очень много пузырей, тесто воздушное, очень хорошо пахнет и хорошо отходит от чашки. Из этого количества теста получается 2 батона. Чтобы батоны были аккуратные и одинакового размера, для этого теста нужно разделить на 2 части и взвесить. И вы не поверите, но я с первого раза разделила тесто на 2 абсолютно одинаковые части. Каждый кусочек теста у меня вышел 463 грамма. Ну а теперь каждый кусочек теста нужно немного округлить. Это я делаю для того, чтобы потом мне было проще раскатывать. Тогда тесто будет примерно одинаковой толщины со всех сторон и будет принимать нужную мне форму достаточно свободно. Округляем тесто и далее накрываем его полотенцем или пленкой, что у кого есть под рукой, и оставляем тесто полежать примерно на 30 минут. За это время в тесте расслабится клейковина и его будет очень легко раскатывать, оно станет мягким и податливым. В это время я уже подготовила свой противень, закрыла его пергаментной бумагой. Пергаментная бумага у меня не прилипает, поэтому я ее ничем не смазываю.
Тесто у меня уже полежало и отдохнуло, прошло 30 минут. На стол я подсыпаю совсем чуть-чуть муки, так чтобы тесто не забилось лишней мукой. И немножечко дегазируем тесто. Выпускаем все из него газы дополнительные, которые образовались. Раскатываем тесто в небольшой прямоугольник. Толщина этого прямоугольника должна быть примерно около 1 сантиметра. Вот такое тесто у меня получилось, и начинаем скручивать батончик. Начинаю я снизу, подкатываю его в рулет и слегка прижимаю пальцем края рулета к основному тесту. Таким образом мы получаем достаточно плотную структуру. Сильно натягивать здесь не нужно, мы закатываем рулет свободно достаточно, чтобы не было дыр внутри, но при этом, чтобы не было большого натяжения. И подщипываем при каждом повороте наш рулет к основному тесту. И в конце, когда я подхожу к самому концу, тесто, естественно, не совсем ровное, поэтому подтягиваю края, выравниваю, так, чтобы шов примерно был на одной стороне, и чтобы края со всех сторон у батона были одинаковые. И края с боков тоже защипываем, аккуратненько формируем кончики батонов. Батон на этом этапе еще можно подкатать немножечко, это сгладит все швы, и батончик будет более ровный и красивый. Вот такие батоны получились. Второй я уже тоже сделала, перекладываю его. Он легко поднимается, не прилипает и не требует никаких дополнительных приборов, чтобы его перенести. Сверху я слегка присыпала мукой, чтобы батоны не прилипли к пленке, чтобы не повредить поверхность. И оставляем батоны до увеличения примерно на 70% на вторичную расстойку. Пока они расстаиваются, здесь я хочу подготовить смазку для батонов. В чашечку я положила 1 столовую ложку сметаны и добавляю молока, достаточное количество для того, чтобы консистенция была не слишком густая, но и не слишком жидкая. Все это хорошенечко перемешиваем, доводим до одной консистенции и подготавливаем батончики. Батоны у меня стояли примерно 40 минут, они очень хорошо поднялись. Вот так они сейчас выглядят. Ну и осталось сделать только надрезы, характерные надрезы на батоне. Надрезы можно сделать либо хлебным лезвием, либо можно сделать очень-очень острым ножом. Разрезы на батоне желательно делать достаточно глубокие, около 1 см, иначе в духовке они могут заплыть, если они будут меньше. Сверху батоны смазываем сметанно-молочной смесью, которую мы подготовили заранее. Смазываем очень хорошо со всех сторон, потому что это то, что дает батонам блеск и красивый цвет. Чем лучше смажем, тем лучше будут выглядеть батоны в конце. И отправляем их выпекаться, ставим сразу в разогретую духовку до 180 градусов по Цельсию или 356 градусов по Фаренгейту. И мои батоны выпекались при этой температуре 25 минут. Минут через 20 я вам рекомендую на них посмотреть, потому что зависит от духовки. У вас могут они приготовиться чуть раньше или чуть позднее. 20-25 минут должно быть для них достаточно. После того, как батоны испеклись, их желательно накрыть полотенцем и дать им остыть и полежать пару часов. Мои батончики полежали и уже остыли. Посмотрите, какие они красивые, золотистые получились. Очень большие, очень широкие и ароматные. Разрезы неплохо видны. Поднялись батончики хорошо, блестящие. Вот такие красивые. Пахнет очень ароматно. И они воздушные и очень мягкие. При нарезке они также себя ведут очень хорошо, несмотря на то, что это у меня не хлебный нож, а просто обычный острый нож. Режутся они хорошо, не сминаются. Корочка у них блестящая, очень тоненькая. И внутри у этого батона очень нежный, мелкий, мелкопористый белоснежный мякиш. Вот такой батончик получился, безумно ароматный, вкусно, пахнет маслом. Вот такая тоненькая корочка, блестящая, очень тоненькая. Батончик гибкий, он хорошо сминается, хорошо восстанавливает свою форму. Как вы видите, он совершенно не крошится, очень хорошо держит свой мякиш. Никаких крошек нет и очень-очень мягкий и гибкий. Со всех сторон этот батончик получился красивый, сверху он золотистый, румяный, снизу у него хорошая, красивая, тоже золотистая корочка. Очень хорошего цвета, хорошо выглядит, большой, крупный и золотистый, пахнет просто безумно. С таким свежим, теплым, вкусным батоном так и хочется взять стакан молока или кефира. Батон этот сдобный на молоке и на масле, поэтому он очень хорошо и долго хранится. Если его положить в пакет, то он хранится как минимум несколько дней и сохраняет полностью свою мягкость и свежесть.
Если у вас остались какие-то вопросы по этому рецепту, то на все вопросы я отвечаю в комментариях под видео. Если захотите поделиться фотографиями, то это можно сделать на моем телеграм-канале, ссылки будут внизу в описании.